Привет! Тебе тоже иногда бывает страшно? Да? Не волнуйся. Страх – это нормально. Даже в какой-то мере полезно бояться. Именно благодаря страху твой давний предок выжил еще в эпоху мамонта. Это азбука саморазвития. И сегодня мы поговорим о том, как преодолеть свои страхи. Страх – обычная физиологическая реакция, необходимая для выживания, но далеко не всегда он является оправданным и разумным. Некоторые люди застревают в этом состоянии, что негативно сказывается на качестве их жизни. Повышенная тревожность мешает не только наслаждаться мелкими радостями жизни, но даже снижает иммунитет организма. Избавиться от плохих мыслей и прогнать чувство тревоги можно с помощью несложных действий. Принять страх – первый шаг на пути к его преодолению. Это поможет заменить тревожные мысли более рациональными. Не пытайтесь себя отвлечь. Можно рассказать о своем страхе вслух или записать его на бумаге. Основная задача – сконцентрироваться на том, что вас пугает. Когда вы пытаетесь игнорировать страх, он увеличивается. И наоборот, если вы признаете его, страх станет меньше. Психологи из Калифорнийского университета доказали, что обсуждение отрицательных эмоций помогает победить страх. Они предложили людям, которые боятся пауков, прикоснуться к живому тарантулу. Чем эмоциональнее был рассказ участника после эксперимента, тем скорее он избавлялся от своего страха. Страх перед неизвестностью – один из самых сильных. Попытайтесь как можно больше узнать о том, что вас пугает. Например, если вы боитесь летать, сравните статистику аварий на разных видах транспорта. Изучите основы работы самолета и посмотрите значение некоторых звуков. Попробуйте в режиме реального времени понаблюдать за тем, сколько самолетов ежеминутно взлетают и приземляются в разных точках планеты. Также полезно почитать истории людей, которые смогли преодолеть тот же страх, что и у вас. Опираясь на эти знания, составьте список аргументов, подтверждающих беспочвенность ваших переживаний. В следующий раз, чтобы успокоиться, вы сможете обратиться к своему запасу контратак и оперировать фактами, а не предположениями. Когда мы чего-то боимся, воображение рисует самые неприятные варианты развития событий. Попробуйте сменить фокус внимания и заменить плохие мысли позитивными. Если вы проходите мимо большой рычащей собаки, не нужно представлять, как она срывается с поводка и бросается на вас. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что животное крепко привязано и не сможет до вас добраться. При этом старайтесь вести себя максимально естественно. Можно представить ситуацию, которая вызывает у вас приятные воспоминания. С помощью такого приема вы отправите подсознанию мощный сигнал о том, что его чрезмерная эмоциональная реакция не требуется, потому что ничего необычного с вами не происходит. Чтобы быстро преодолеть страх и снять тревожность, начните медленно и глубоко дышать. Это увеличит приток кислорода к мозгу. Во время вдоха мысленно сосчитайте до 7, на выдохе до 11. Можно использовать другие цифры, главное делать акцент на выдохе. Он должен быть длиннее, чем вдох. При вдохе нервная система активизируется, а во время выдоха наступает успокоение и расслабление. Контролируя свое дыхание, человек контролирует симптомы тревоги. Успокаивающее дыхание работает и в том случае, если вы только задумываетесь о предстоящем событии, которое вызывает страх. Кроме того, в борьбе с тревогами хорошо помогают медитация, йога, здоровый сон, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе. Страхи могут основываться на детской травме, болезненном прошлом опыте или богатом воображении. Попытайтесь понять, откуда появился ваш страх, в каких ситуациях начинается приступ, каковы его симптомы.
Это может быть затрудненное дыхание, повышенное потоотделение, покраснение лица, дрожь. Попробуйте оценить свой страх по 10-бальной шкале. Справиться со страхом хорошо помогают вопросы, обращенные к самому себе. Насколько реальна угроза, которая вас пугает? Что вы должны сделать, чтобы избежать нежелательного развития событий? Настолько вам может быть плохо, если оправдаются самые неприятные опасения. Чем больше вы узнаете о своем страхе, тем легче будет его контролировать и преодолевать. Продумайте план действий. Визуализируйте свой страх на бумаге. Если вы беспокоитесь о том, что в день вашей свадьбы на улице пойдет дождь, выпишите его конкретные последствия, которые вас пугают. Неожиданно для себя вы сможете обнаружить, что сам по себе страх, как эмоция, на самом деле хуже всего того, чего вы опасаетесь. Большинство страхов иррациональны и неразумны. Они задерживают нас на одном месте и заставляют отказываться от интересных возможностей. Заранее продумайте план ваших действий на случай, если страх сбудется. Выпишите конкретные шаги, которые вы предпримете для адаптации. Таким образом, постепенно страх будет становиться меньше, а вы почувствуете себя спокойнее и увереннее. Найдите группу поддержки. Окружите себя людьми, которые помогут преодолеть страхи. Шведские ученые из Каролинского института доказали, что наблюдать за тем, как ваш страх не вызывает панического состояния у других людей, очень полезно. Если снова и снова смотреть, что кто-то делает то, чего вы боитесь, страх может отступить. Мозг обновляет свои знания об опасности, основываясь на наших ощущениях. Тем, кто боится высоты, полезно пообщаться с парашютистом или банджи-джампером. Они могут рассказать о положительных эмоциях, которые испытывают, находясь в воздухе. Иногда необходимую поддержку способны оказать друзья, даже если у них нет опыта борьбы с тем страхом, который вам мешает. Например, дети часто совершают что-то пугающее только потому, что делают это с друзьями, которые их подталкивают. Обратитесь к специалисту. Описанные выше способы эффективны для борьбы только с легкой формой страха. При фобии страх сильно выраженный, неконтролируемый и не поддающийся полному логическому объяснению. Он приводит к дезадаптации и может сопровождаться тошнотой, головокружением, одышкой, обмороками. Если избавиться от навязчивого состояния не получается, проработайте проблему с квалифицированным специалистом. В зависимости от конкретного случая рекомендуем обратиться к психологу, психотерапевту или психиатру. Возьмите за правило записывать каждую свою тревожную реакцию в блокнот. При этом важно разложить тревогу на составляющие. Выделите отдельные ощущения в теле, мысли, чувства, образы и поведение. Борьба с тревожными мыслями – это долгий и скрупулезный процесс. Он окупится сторицей, когда вы начнете с юмором и поддержкой реагировать на свое беспокойство, а прошлые страхи покажутся вам пустяками. Главное не поддаваться этому чувству и верить в то, что у вас все получится. Вот вы и узнали, как побороть свои страхи. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, и напишите в комментариях, какие у вас страхи и как вы с ними боретесь. А также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующих видео. С вами была Азбука Саморазвития. До новых встреч!